Мне кажется, вот из всех поколений BMW X6 G06, вот именно это вот самый просто топ. Мы по просьбе клиента сделали ему родные его изделия в карбоне. То есть это все полностью новые изделия. Вам, как клиентам, просто вы родные детали снимете и установите непосредственно наши. Ребят, в общем, владелец этого автомобиля подумал, что карбоновые губы диффузора, капота, решетки и еще кучу всяких элементов мало. И надо идти дальше. Все-таки тюнинг — это такое состояние, но постоянно хочется уколоться, постоянно что-то хочется. Приелось, вот нужно вот что-то вот добавить. Ну вот мы сейчас ему добавим расширение кузова. Сегодня мы сканируем расширение, родные отстегнули, и эту зону сейчас мы все сканируем по той стороне, потому что они все симметричны. Одну сторону можно отсканировать, и ее в принципе отзеркалить на другую. Значит, все наши, я вот, если честно, даже еще не до конца понимаю, как мы его сделаем. Ну, как минимум, мы вот эту линию нарастим, как сделали мы на X7 предыдущий выпуск, если вы смотрели. То есть здесь это будет более, так скажем, не так скромно и лаконично сделано, а более выразительно мы его сделаем. И я думаю, ну, должно получиться хорошо. Это если мы пойдем по легкому пути. А если по-взрослому, то вот где идет эта грань, мы, возможно, вот такого плана сделаем расширение. Но тут загвоздка в том, что здесь идет партроник, и если мы сделаем здесь сейчас расширение, которое, ну, как бы логично должно здесь как-то заканчиваться, или его обрезать, или не знаю пока вот как обойтись вот с этим моментом, но в любом случае, если мы закрываем по этой грани идет, мы же не можем его, ну, так скажем, спустить по-другому. Его по-любому придется вот по этой линии вести. А, соответственно, это дополнительная работа, это нужно будет делать отверстие в расширении, выносить партроник, и вероятность того, что он будет как-то некорректно работать, ну, есть. Ну, так скажем, не очень хотелось бы, конечно. Поэтому, наверное, вот пока мы сейчас с вами это все записываем, я, наверное, уже принял решение, как мы это сделаем. Мы сделаем по-легкому, они будут пошире. Причем, вот можно обратить внимание на заднюю часть автомобиля, видите, колеса торчат. Соответственно, они сейчас специально на адаптерах 12 миллиметров, чтобы, конечно, как раз мы поняли, какую толщину им давать, чтобы они не сильно торчали, потому что если делать в этой зоне и делать вот так, то, ну, будет сзади выглядеть, как будто какая-то ступенька, ну, не очень. Порог у нас уже карбоновый, правда, он немножко грязный. Сами понимаете, весна. Вот, ребята, вы как относитесь вообще вот к тому, что здесь вот фары затянуты пленкой черной? Визуально симпатично выглядит. Как на практике, клиент говорит, что тоже все хорошо. Но каждый раз, когда мы записываем эту машину, я всегда акцентирую внимание на капот. Какой здесь прекрасный горб. Я не помню, я рассказывал, не рассказывал вам, когда делал обзор про подсветку решетки. Да, точно подсказывал, да. Вот, кстати, можно обратить внимание, будете ставить нашу решетку или еще какую-то, у вас она в стоке идет в хроме или в бронзе, смотря какая комплектация М50 или 5-литровая. Если она у вас идет в хроме, у вас идут вот эти вот вертикальные дольки. Вот если вы хотите, чтобы у вас хорошо светила эта подсветка, то не нужно внутри закрашивать в черный цвет. Все сливается, ну и как-то не очень понятно.
Вот достаточно решетку покрасить в черный цвет и лицевую часть этих вертикальных долек, тут есть шов, или пленка, или покрасить что-то одно из двух. Но и серединку обязательно оставляйте в серый цвет, выглядит это очень хорошо. Потому что некоторые наши клиенты красят так, и потом одно какое-то мерцание, никакой подсветки и не остается, когда тут все в черном. Поэтому вот такой вот вам небольшой совет. Вот не могу смотреть вот на этот значок. Вот он мне прям покой не дает. Вот как будто записываю сейчас видео, не нашего проекта, а вот этого. Прям такой камень в мой огород. Мы делаем вот все эти шильдики. Сначала делали на Украине, сейчас разместили заказ в Китае, потому что в Москве и в Питере, где тоже можно сделать такие шильдики, они дороже каменного моста выходят. Ну и, соответственно, у нас большой объем, и, так скажем, это реально дорого. Поэтому мы разместили, посмотрим, что нам пришлют. Обязательно вот будет время, отковыряю его. Вот. А это классический процесс, как мы сканируем поверхности, чтобы потом все наши изделия максимально качественно все устанавливалось, чтобы не требовало никаких подгонок. Все моменты, которые есть на родном бампере, они все будут соблюдены при построении обратной стороны наших расширений. Соответственно, вот еще такой важный момент, когда, если делать это по верхней линии, то придется заходить вот на этот воздуховод, хотя тоже бы очень не хотелось. Да, сделаем именно по подобию родных, только более выразительно. Для тех, кто не в теме по поводу, как вообще это все сканируется, то есть, видите, свет попадает на одну часть, получилось, так скажем, как фотосъемка. Сделалось, скопировалось, потом склеивается с другими частями. Все это постраивается в программе. Вот есть у новых айфонов вот это вот как лидар, такая технология, но она как-то автоматом склеивает это все. Здесь приходится все ручками склеивать. Вот. Если совсем простым языком для вас объяснять, как это работает. Дорогие друзья, к нам приехал сегодня этот шикарный BMW X5M F95, на котором мы будем создавать обвес. Мы создали шикарную губу, которая состоит из 4 частей. 2 крылышка, средняя часть и само основание. Тем, кому не нравится, например, серединка, ее можно просто убрать. Те, кто не хочет такие большие крылья или считает их не такими большими, хочет сделать больше, это все также будет возможно. Обратите внимание на клиренс. Класс. Сделали сбоку крылышко, бровку над катафотами боковыми, видите, тоненькая. И середина смакетирована. То есть сейчас это все линии острые, на это прошу не обращать внимания, потому что это все, конечно, станет более кругленьким, чтобы соответствовать линиям BMW. Насадки остались на месте, диффузор смонтирован таким образом, чтобы не обязательно было клиентам менять насадки. Это не совсем удобно, поэтому просто родной сняли и наш поставили. В предыдущем фрагменте вы посмотрели, как мы делали обвес на BMW X5 F95 синего цвета. Это непосредственно там были макеты, сейчас мы уже сделали формы и уже сделали изделия. Изделие это из композитного материала для примерки на автомобиль, чтобы потом можно было уже делать это в карбоне. Обычно все в 9 из 10 случаев подходит, просто именно вот сегодня получилось запилить контент. Смотрите, значит, что касательно губы. Сама губа состоит из даже 4 элементов. Первый – это отдельно крыло. Оно вот таким образом это сделано. Почему именно оно отдельно, а не интегрировано в эту, так скажем, деталь? Потому что если мы его выставляем, то произвести качественно такой вот перепад технически это на грани невозможного. Поэтому это делается как отдельный элемент, и есть зона под склейку, и, соответственно, она вклеивается в карбоне, под покраску, неважно под что, и все очень гармонично у нас получается.
Андрюх, такое ощущение, как будто мы сейчас готовим плов, и я говорю, как мы режем мясо, как посолить, как поперчить, какие там соли добавить и так далее. Ну, в общем, ну, визуально она, конечно, вот, ну, легкая. Тут еще не сделано отверстие, потому что это еще просто загрунтовали. Вот хорошо на фоне меня посмотреть, как выглядит решетка радиатора на Toyota Tundra. Ну, как бы я сам не маленький, 100 килограмм вешу, и вот такая вот решетка у нас получилась. Капот готов на Тундру для матрицы. То, что здесь такие вот невзрачные окна, это специально для матрицы так делается. Потом это уже, конечно, параллельно эти линии будут вырезаться, и вот эти вот овальчики их, конечно, не будет. То есть вы не обращайте внимания, что у меня вкуса, например, нет, что я вот делаю такие вот отверстия в капот. Нет, конечно, это все продумано. Но это наш бестселлер, это Demon Hood на Jeep Grand Cherokee VK2 с 2011 года. Все это подходит. Зона для дополнительного обдува, у кого установлены компрессоры. Соответственно, им нужно побольше воздуха, и для этого мы делаем отверстие дополнительное, значит, внутри, чтобы действительно воздух поступал. У кого нету никаких компрессоров и вообще это им не нужно, мы все это закрываем, и визуально кажется, что там есть отверстие, но на самом деле это фальш-сетки. Вот. Такое внутреннее видео. Я не люблю, когда все пыльное показывать. Ну, я вот все-таки подумал, если мы решили все прям тру-тру показывать, поэтому вот тру-тру. Сделали новый бампер. Ну, как новый, он у нас уже был на Jeep Grand Cherokee, просто до этого он был без расширения кузова. Мы сделали с расширением кузова, и, соответственно, он уже внедрен туда. То есть до этого были бампера, в которые нужно было дополнительно это все внедрять, устанавливать. Это дополнительные лишние там 100-200 грамм на обратке и прочие моменты. Ну, зачем это нужно? Если клиент покупает сразу обвес с расширением кузова, да, то пусть он будет сразу интегрированный. В общем, я со многими клиентами сам веду переговоры, продажи, потому что, ну, сами понимаете, собственник всегда лучше и доступнее объяснит клиенту, как, что из чего стоит, как, с чем варить и делать. Вот. И я лично собрал обратную связь среди наших клиентов, что им не нравится в нашей губе на BMW X7, которую вы также могли видеть в предыдущих выпусках. Мы сделали дополнительное крыло, убрали здесь отверстие, которое было под сетку. Все остальное, в принципе, осталось одинаково. Сейчас мы эту губу уже отправили в Тверь, в Москву, в Германию. Вот сейчас уже какой-то контент подойдет, я вам обязательно покажу, как это на машине. Плюс хочу обратить внимание, что все наши изделия предварительно делаются подготовка под покраску, что значительно сокращает как деньги на установку, как и вообще кучу времени. В общем, мы делаем ремонт еще в одном помещении, мы не помещаемся, и нам нужно примерно было где-то 400 квадратов, сейчас 280 мы взяли, 280 квадратов под производство. Ну и вот, и, соответственно, чтобы оборудовать все это помещение, нужно компрессоры, еще там куча всякой истории. Ну а где выгоднее это все поискать? Конечно, Авито. Заходим на Авито и смотрим, какие есть компрессоры. Чтобы вы понимали, нормальный компрессор, ну, около $1000 стоит с большим объемом. Смотрим и смотрим. Какой-то страшненький, но интересный вариант. Мы нашли компрессор, конечно, он в каком он состоянии. Сейчас мы его отмоем, очистим, покрасим, все будет нормально. Ну, в общем, он у меня старше раза в 2, ему лет 60. Я не знаю, наверное, одни из первых компрессоров, которые в природе появились, мне кажется, это он. Тут нужно переварить, значит,
чугун сварить, тут что только тут не нужно. Уже всякие тут какие-то я реле купил. Короче, он вышел в 12 тысяч рублей, 7200, это. В общем, примерно, если он заработает, а он вроде как заработает, выйдет в 25 тысяч неубиваемый винтовой компрессор. Вот. Ребят, если кто-то продает какие-то компрессоры и знает, где найти за хорошие деньги, пишите, пожалуйста, нам. Логистика работает, нам лишний пригодится. Ну а то вдруг этот не заработает, а бабки уже потрачены. Вот.